во второй раз, а кто-то первый, ну, кто-то посмотрит записи. Сегодня День учителя, и мы поздравляем всех учителей, преподавателей, всех людей, которые учат других людей чему-то, да. И хотим пожелать вам здоровья, и чтобы у вас всё было хорошо. И благодарим всех наших учителей, которые вот в каждого из нас в жизни были. И сегодня вот такой день. У нас, разбор фильма "Общество мёртвых поэтов", в котором как раз тоже тема школы, учительства, влияние учителя поднимается. И это очень хороший фильм, такой сильный, да, и, там известные актёры, особенно Робин Уильямс. Там же есть также Итан Хоук, Роберт Шон Леонард. И вообще это фильм такой, он во всех списках классических американских фильмов. И то, что касается обучения и школы, это вот, обязательно к просмотру. Если вы его не видели, то обязательно посмотрите тоже или пересмотрите, кстати, потому что, пересматривая фильм, мы тоже видим их в новом свете. Вот да, уже тоже и опыт какой-то другой, да, и взрослеешь. Я вот пересматривала и вот совершенно с другой стороны увидела. Поэтому вот у нас сегодня эта тема, и мы будем обсуждать, как на учеников повлиял учитель их, мистер Китинг, и какие процессы это в учениках, произвело его преподавание, да, и как оно повлияло на каждого из них. Поэтому так, кто у нас? Наш сегодня, да, наша компания, известная вам Катя Прима, Миша Сычёв, Гуна Киса и я, Таня Мукова. И вот мы будем обсуждать этот фильм. Пожалуйста, кто первый? Давай, Кать, с тебя начнём. Ты Давайте. первая. Да, здравствуйте всем. Да, действительно хочу поздравить в первую очередь всех из Днём Учителя. Вот. И в связи с этим мы решили всё-таки взять этот фильм, решили его обговорить, потому что это действительно культовый фильм. Я когда его посмотрела первый раз в детстве, была в таком восторге, ну, просто в большом восторге. И я была удивлена, потому что этот фильм, он, в принципе, достаточно уже старый, но его знают абсолютно все. Поэтому, если кто-то не видел, ну, советую очень сильно посмотреть, потому что, конечно же, сегодня будет много спойлеров, иначе не получится это обсуждение всё-таки фильма. Вот. И то, что хотелось бы вот сказать, это то, что в фильме вот именно "Общество мёртвых поэтов", да, вот эта вот встреча с учителем Джоном Китингом. Это такой учитель литературы, который он там тоже работал раньше в этой школе, и он пришёл туда как уже преподаватель. И вот это вот, этот учитель становится таким вот ключевым для своих учеников и для многих студентов. И Китинг, ну, вот не просто учил там вот какому-то предмету литературы, да, он вдохновляет своих учеников вообще по-другому взглянуть на себя, на мир. И важно подчеркнуть даже вот эту вот сцену, где он заставляет студентов встать на парты, да, чтобы показать, как вот изменяется, да, изменённый круг зрения вообще может изменить восприятие реальности. Я думаю, что, наверно, ну, для меня это самый такой важный момент, тот момент, который запомнился, наверное, больше всего, ну, хотя их на самом деле там 2. И я, кстати, в детстве делала то же самое. Я вот помню в своей комнате, я там становилась на стол и вот реально пыталась смотреть на свою комнату, которую я знаю наизусть, да, которую там уже, ну, сама всё выскладывала, раскладывала, как я хотела. Это совершенно полностью меняет. Меня это так поразило, удивило. Думаю: "Ну, боже ж мой", да. Вот такой вот маленький, скажем так, эксперимент. Вот. И, конечно же, это была такая метафора, как настоящий учитель может вот расширить границы мышления учеников и показать вообще, что жизнь- это, ну, вот не только там вот выполнение каких-то ожиданий общества, но и поиск собственного пути. Вот. На самом деле, действительно, таких учителей очень-очень мало с таким подходом, и некоторые просто боятся себя так проявлять, даже если они так думают. Ну, а некоторые, конечно же, всё-таки действительно там вот следуют какой-то системе, какой-то там программе, да, вот, и не пытаясь даже отклониться от неё каким-то вот образом. Сейчас хочу передать, наверное, эстафету, скажем так, Гуне, потому что она тоже учитель, она тоже прошла в своё время всё это, она знает, как это быть новатором у школе и какие могут быть, в принципе, последствия. Я думаю, что этот фильм тоже для неё имеет какую-то такую достаточно серьёзную символическую нагрузку. Вот. То есть что ты скажешь, Гуна?
Я еще пару дней назад не знала о таком фильме, да. И я очень благодарна вам, что вы предложили эту тему, и что я наконец-таки увидела важнейший сценарий того, что, в принципе, мне очень сильно близко. Но самое интересное, что на чем я фокусировалась в данном сюжете, это была метода педагога. Что является его целью, и как он эти цели достигает, и достигает ли полностью или там частично. И вот с такого ракурса я и смотрела фильм, и с такого я и сегодня хочу с вами тоже поделиться. И что же я там такого интересного нашла, что, например, в первый раз, когда он заходит в класс к ученикам, он проходит сквозь весь класс и зовет их. Он в первую очередь он вынимает их из парт, он их выдергивает их из их мест в классе, чисто физически. И дальше он постанавливает проблему, как такую самую главную, подведя их к фотографиям, где, я так подозреваю, он и сам на какой-то из них, как бывший ученик этой школы. И весь смысл фильма там и как бы эта проблема, он обговаривает эту проблему, которая является «лови момент», да, вот это вот латинская карта Дием. Он велел посмотреть в глаза ученикам, которые учились там до них, и уловить этот момент, что они тоже чего-то желали, вроде как хотели, но, эта цитата, «мы пища для червей». Он обозначает то, что мы, в принципе, если мы ничего не сделаем, ничего не будем этот момент ловить в жизни, мы останемся пищей для червей. И вот с этого начинается их знакомство, такого физического выдергивания, и он, в принципе, все остальные сцены, которые нам показываются, он их не проводит в стандартных обстоятельствах, чисто физических. Что мне это говорит как педагогу, как ученику тоже, что важно включать не только мозг, не только слух, но и вот он даже спортом занимается с учениками в урок литературы, да, что является синтезом слова, поступка и общей атмосферы. Если вы помните эту сцену, да, где он раздает записки, и, значит, ученики мяч бьют после того, как прочитали фразу. И делает это с какой-то определенной яростью, с эмоцией. Значит, слово, поступок с эмоцией, освобождение и соответствующую атмосферу он создает с музыкой еще, включает музыку в этот момент. И что происходит внутри у учеников? Выход из вот этой дисциплинарного общества темы, да, нашей любимой, они смотрят на вещи иначе. Не только вот эта сцена, где Катя обозначила, где даже он физически поднимает их на стол, но вот все остальное тоже он физически выдергивает из ситуации, в которой они привыкли быть и сидеть. И что важно, до того показываются остальные учителя, как они работают в этой школе. И вот только потом уже Китинг заходит в класс, да, там на контрасте. Очень сильно видно. Ну, в принципе, методы терапевтические. И, да, дальше, может быть, уже про остальные какие-то заметки, которые я тут расписала, поговорим после уже Миши. Спасибо. Итак, я тут буду немножко крамольно высказываться. Да, еще раз всех, коллеги, с профессиональным праздником. Я больше работаю онлайн.
оффлайн не работал, я уже даже забыл, сколько лет, наверное, больше 10. Поэтому все вот эти вот методы, о которых до сих пор говорили, встать на столы, бить по мячу, но я не скажу, что один удар по мячу – это какое-то сильное занятие спортом. Тут скорее нужно было выкрикнуть что-то с усилием. Не скажу, что эти методы мне хорошо знакомы, но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Я знаю, что в меня сейчас полетят гнилые помидоры. Вы помните, что я за экраном, поэтому пожалейте свой монитор. Но мне кажется, администрация школы по отношению к Китинге была абсолютно права. Значит, объясню почему. Китинг приучает детей к нонконформизму. Он об этом прямо говорит. Он им показывает, что нужно идти своей дорогой. Хорошо, а если этой дорогой не пускают? Да, если на своей дороге встречаешь сопротивление. Хорошо, когда учитель стимулирует встать на стол. Хорошо, когда сам учитель говорит, а что вы ходите все одинаково, идите по двору каждый в своем стиле. А когда стоит надсмотрщик и требует по двору идти всем в разном стиле. Вот это то, что происходит с Нилом Перри, с тем мальчиком, который в итоге застрелился. И на самом деле звоночки-то были. То есть я понимаю, что в настоящей ситуации на звоночки эти обратить внимание достаточно сложно, но все-таки они были. Значит, общество мертвых поэтов создается, понятно, без разрешения Китинга. По образцу того, как они делали когда-то со своими товарищами, он отговаривает ребят, но отговаривает не очень активно. То есть он как-то так отстраняется и делает, пусть что хотят, то и делают. Это уже приводит к тому, что Чарльз Долтон, если я не ошибаюсь, устраивает сцену на общем собрании, да, звонок от Господа Бога, после письма от общества мертвых поэтов. То есть вот после этого можно было понять, что это общество выходит за рамки какого-то такого дурачества после уроков, и можно было их собрать всех, и вместо того, чтобы, как он сказал, продолжить шутку, да, что сказал Китинг, звонок от Господа Бога, сказали бы за счет принимающей стороны. Вместо этого их отговорить и сказать, что, ребята, у вас как-то заканчиваются шутки, вы как-то переходите на очень серьезную стезю. И потом происходит случай вот с этим Нилом. В общем-то, это под влиянием учителя. Что сделал отец? Да, он накричал на сына. Да, он сказал, что тот не будет заниматься театром, но, с другой стороны, на детей совсем нельзя, говорится, воздействовать, чтобы они с твоей точки зрения имели лучшую судьбу. Отца здесь тоже обвинять довольно-таки сложно. Однако есть застрелившийся человек. Тоже не сказать, чтобы учитель его к этому подталкивал, но потому что учитель сказал абсолютно правильные вещи, когда Нил к нему приходил в каморку, что, во-первых, можно с отцом нормально поговорить, и, во-вторых, до совершеннолетия не так далеко, а потом полная свобода, потом можно поступать куда захочешь. Но сама его вот эта метода, сама его дестабилизация скучного такого рутинного процесса, который восхищает всех зрителей в этом фильме и всех остальных наших спикеров, насколько я понимаю, она и подтолкнула вот к тому, что жизнь меняется, да, у Нила Перри. А тут отец, который загоняет его в прежние рамки, и он не смог смириться с тем, что жизнь заходит в прежние рамки. Однако, если бы он не выходил из этих рамок, то, скорее всего, во-первых, он бы так и остался в школе, он бы остался в Елтоне. И продолжалась бы жизнь своим чередом. Еще обращаю ваше внимание на очень важную вещь. Да, вот я сказал, важно, самое главное, но дополнение. В конце, когда директор школы перенимает кафедру вместо Китинга, он спрашивает, что вы проходили. Оказывается, что они пропустили огромные пласты программы. Целые куски всех реалистов. Китингу сказали, подготовьте их к поступлению. Я готовлю детей к поступлению, у меня высокие результаты учеников, правда, конечно, от ученика к ученику зависит, но добиваемся хороших результатов. Так вот, очень не хочется говорить многие эпизоды. Да, все вот эти вот разборы, Рюрик, это варяг или это славянин, это все уже на самом деле для науки давно пройденный этап, там это все такое.
И вообще лучше было бы начинать с тех правителей, которые упоминаются в нескольких источниках. С Ольги или хотя бы с вещего Олега. Но нет, нужно начинать с Рюрика, потому что это нужно по программе, потому что норманистская, антинорманистская теория будет спрашиваться на экзамене и куча других эпизодов. Тейкитинг не выполняет своей главной функции. Мало того, что он дестабилизировал представление о мире у детей, и от этого получилась трагедия, так даже если бы там Нил не застрелился, строго говоря, это, конечно, невозможно было предугадать. Все, что я сказал, это такие звоночки, которые нужно было понять телепатически. Но он элементарно пропускает пласты программы. Вот эти вот уроки, когда он учит их поэзии, когда он главного героя, вот этого Тода, все-таки заставляет выдать стих через ломку какой-то его закомплексованности, через вот эту вот фразу «Что ты думаешь о человеке на портрете на стене?» Это псих с плотными зубами, да, помним этот замечательный эпизод, но это же учебные часы, да, то есть он, чтобы вот это вот все сделать, он пропускает какие-то важные темы, а людям поступать, да, то есть это очень хорошо для того, чтобы как-то их социализировать, как-то им привить нонконформизм, но у него есть вполне конкретная задача, которая перед ним стоит. Вот что я думаю. Поэтому мне кажется, нет, положительный, не отрицательный персонаж, но он персонаж, которого не надо идеализировать. Он взял на себя достаточно сложную задачу, но, по-моему, эта задача неправильная. Да, это замечательный педагог, но он выполняет не ту задачу, администрация права, что его выполняет. Так, вообще-то моя очередь. Ну ладно, если тебе очень хочется сказать, говори. Спор учителей. Если вы скажете за меня, вы уже сказали достаточно, то, что я хочу еще сказать. Чтобы не было, что я тут молчу все время. Ну уж говори, Тань. Ну, я вот сейчас на вступе еще немного слов вот к тому, что Гуна и Катя говорила, потом продолжу уже то, что Миша, потому что уже есть что сказать. Ну, во-первых, мистер Китинг, он берет на себя ответственность, действительно, как бы не идти по программе. Вот. И вот там нам очень хорошо показывает вот это параллельно, да, как другие преподаватели, вот они там все по учебнику и так далее, да, по шаблону. А с ним вам сразу показывать, что он такой против шаблона абсолютно. Это отображается в том, что он зачитывает, там, не помню фамилию, кого алгоритм, как анализировать поэзию, да, и он говорит, вырвите этот вот листок и называет кретином этого человека, который вот там, я просто реально не записывала себя, как его зовут, и он берет на себя ответственность научить их, учеников своих, самостоятельности, своему собственному взгляду, мыслить. Он это прямо говорит, для меня главное, чтобы вы научились мыслить самостоятельно. Он учит их воспринимать литературу, вообще, ну и культуру тоже в широком смысле, и говорит, да, что это очень важно. При этом у него жизнь, он называет пьесой, и что говорит, вам важно вписать свою строку, какую строку вы впишете. То есть у него акцент идет на я, вот в его учениках, чтобы они исходили из своего я. Не из шаблона, не из того, что хочет кто-то другой, а вот именно я. Он даже говорит им, что не думайте о том, что хотел сказать автор. Сначала какие у вас вопросы возникают, да, какие мысли от произведения, которое вы читаете. И под воздействием его, ну, он их учит тому, что называется авторская позиция, да, и это более такое глубокое знание и важное для человека, быть автором своей жизни, быть субъектом. И он вот хочет этому научить их. И под его воздействием действительно ученики, они, вот в каждом из них пробуждается свое «я». Мы там видим один ученик, допустим, который там боялся читать, да, вот вообще вслух и так далее, он прямо во время класса, да, он его, на весь класс он его провоцирует, и тот читает, и он, как бы у него сила такая внутренняя появляется, да, он меняется. И вот Нил Перри, который, да, застрелился, вот он, в нем интерес был к театральному искусству, да, быть актером, и он чувствует, что это ему очень нравится, он хочет этим заниматься.
И как бы это, ну, он в какой-то момент для него, он понимает, что он хочет этим заниматься как бы ну, потенциально всю жизнь. Это его мечта – быть актером. А когда отец ему запрещает, он забирает у него мечту, его мечту. И вот здесь то, что он застрелился, это на самом деле, да, в фильме показано, что ну, прямо как бы самоубийство, но это можно и как метафору воспринимать. Человек, у которого забрали мечту, он умирает реально внутри себя. Даже если не физически, он умирает. И он превращается, да, так как отец ему говорит, что ты там, хорошая там профессия, врачом он должен быть, да, и так далее. Это функция для государства, там, для общества. Он хочет, чтобы его сын был функцией, а не личностью. А мистер Китинг, он хотел, чтобы все его ученики были личностями. Вот я, в принципе, первое название, которое я предлагала, но оно не вошло в финальный вариант, что личность учителя зажигает личности учеников. И это намного важнее лично для меня, чем там, допустим, программа. Хотя понятно, что им нужно было сдавать вступные там экзамены и так далее. И что он, можно сказать, там как бы не исполнял роль именно по этой задаче, но он давал им намного более важное знание. Это слушать себя, свою личность, да, видеть ее как минимум и проявлять. Вот это то, чем он занимался. Он был учителем не просто там, поэзии, он был учителем жизни, по сути, для них. И это очень важно на самом деле для каждого человека встретить вот такого учителя. И тут мальчики, да, им по 17 лет, ну, казалось бы, они еще там школьники, допустим, да, но это уже взрослые люди. Я, например, в 16 лет, я закончила в 16 лет школу, потому что я 10 лет училась, так совпало, вот у нас было 10 лет, и я в 6 пошла, то есть мне еще 7 не было. И я уже училась в университете, я в Киев переехала, поэтому для меня, я понимаю, что это взрослый человек. И думаю, что это дети, что мы лучше знаем. Вот у нас школа здесь, и родители вот эти, они, ну, нам показано только родителя застрелivшегося мальчика, и то больше через отца. Но они тупо агенты дисциплинарного общества. Они давят личности и прямо об этом говорят. Отец у нас еще в начале фильма есть, когда он говорит со своим сыном, и он, ну, как бы мы видим сразу, что это за человек, потому что он ему говорит, ты не смей там со мной спорить на людях, то есть, да, и он его манипулирует, и он говорит, подумай о матери. То есть, да, это одна из очень распространенных форм манипуляций родителей с детьми, чтобы у сына как бы какое-то чувство вины пробудилось. А в конце, когда, ну, перед этим эпизодом, когда он застрелился, он ему говорит, у меня и близко этого не было, что есть у тебя, типа, что мы лучше знаем и так далее. То есть тут он говорит, что, ну, это просто проекция нереализованного себя на своего сына. То есть у него этого не было, да, и он хочет, чтобы это было его сына, но ему все равно, что хочет его сын, и что у него мечта всей его жизни быть актером, а он ее забирает. И потом, когда сын застрелился, для меня самое печальное, что родители так, ну, точнее, я не знаю, мама там, может, и поняла, мы, в принципе, ее не видим особо, так и не поняли, что это, ну, я считаю, что тут большая вина именно отца и школы. И школа, там тоже директор, он прямо говорит, когда с мистером Китингом тоже, что они дети, они не знают, когда вот Китинг им говорит, что, ну, я считаю, что главное научить мыслить. Он говорит, они как бы мальчишки, мы лучше знаем. Вот это главная проблема. Навязать свою картину мира уже тут, ну, взрослым людям, по сути, да, там 17 лет, ну, вообще, на самом деле, и маленький ребенок 7 лет, это отдельная личность, а это вообще взрослые люди. И думать, что школа лучше знает, директор, родители, ну, и они вообще не хотят слушать и слышать этих детей, как они их называют, хотя повторюсь, что это уже, ну, юноши, да, это юноши. И у них уже видение какое-то, даже если они ошибаются, допустим, это может быть легко, но это их ошибки будут, которые будут их уроками. И они будут знать, что вот да, я хотел этого, ну, потом понял, что нет, захотел другого, но это его выбор. А тут за него выбор делают. И это, ну, в случае с Нилом Перри это приводит к трагическим последствиям. Ну, а теперь давай, Гуна очень хотела.
Я очень хотела, кстати, на удивление всем поддержать точку зрения Михаила, так как я понимаю, что является ценностями после того, как я послушала его. Значит, во-первых, это однозначно, что случилось с Нилом, это трагедия. И ты, Таня, тоже назвала это трагедией. И действительно, человек покончил с самоубийством в жизнь, и это вроде как однозначно. Второй момент – важность программы, что учитель действительно должен подготовить своих студентов к поступлению в колледж. И директор школы тоже сказал однозначно, что в 17 мыслить ты о чем вообще? Нет, они не должны мыслить, просто подготовь их к колледжу, все. И вот эти традиции, честь, дисциплина и совершенство, эти 4 столпы, на которых стоит школа и администрация, они действительно держат это вот как приоритет и просят это от педагогов. Я полностью понимаю. И также тоже момент, что идеализировать учителя не нужно. Он действительно не был идеальным, и там что же, если по статистике посмотреть, потом в конце в этом кадре, то как бы из 8 мальчиков остались сидеть, 9 встали на парты, а 8 все-таки остались сидеть. Значит, он что-то делал, какие-то методы он применял, какие-то цели свои преследовал, но не все стопроцентно подтянулись к этому. Да? Остались кто-то сидеть, остались кто-то поддержать его. Но по всем этим 3 пунктам у меня все-таки свое другое мнение, и я, во-первых, не считаю однозначной трагедией то, что Нил покончил жизнь самоубийством. Вспомните этот кадр, когда он решает покончить жизнь. Это когда? Тогда, когда он вскакивает и говорит отцу, орет: можно я тоже скажу, чего я хочу? И отец, он вроде как задает вопрос: да, скажи, чего же ты хочешь? Но он этот вопрос задает таким тоном, что мальчик просто останавливается, думает и понимает, что, в принципе, ответ не важен. Он ответа не хочет, он его не ждет, ему все по барабану, какой ответ. Он понимает, что если он останется жить, ему придется предать себя. А то, что научил его учитель это никогда себя не предавать. И он больше не может предать себя, но и жить он, оказывается, не может, потому что понимает, что вариантов нету с таким отцом. И я однозначно не считаю учителя виноватым вообще от слова, потому что он дает материал ловит по-разному все. Это же свихнуться нужно, чтобы предугадать, как то, что я сказала, что каждый человек как это воспримет. Я не несу ответственность за это. Ответственность каждый человек несет за свою интерпретацию сам. А вот отец, если в диалоге мальчик решает покончить с собой от того, что он явно понимает, что его никогда в жизни не услышит, даже когда задают вопрос, ответ не будет услышан, он, конечно же, решает то, что он решает. И еще один момент. Он же не был неудачником. Он сошел со сцены, где все его хвалили, он получил то, что он хотел, он просто вот взошел на пьедестал и прожил свою жизнь, таки как это там было на латыни, carpe diem, да? Он это сделал, свершилось. Да, жизнь закончилась раньше, но оно свершилось. И я не считаю это неудачей однозначно. И еще, чтобы добить вот именно этот пункт, важно понять, что человек откуда-то приходит, он зачем-то живет, почему-то вот тут, и куда-то уходит. И когда есть понимание того, что это не конец, а что-то там потом дальше еще будет, тогда жизнь тут земная, эти года, которые он прожил, это маленький только кусочек из всего бытия мальчика. Дальше, по второму пункту, что я говорила, что я Михаила понимаю по программе, важности программы, да, вот я как раз-таки трагедией считаю то, что
учителя и администрации программу глорифицируют как единственную правильную, идеальную, и вот лучше быть ничего для этого ребенка не может. Она же не идеальна. Ни одна программа не идеальна, извините, ну, может быть, там близко к этому. И думать, что это единственное правильное, что должен знать мальчик вот в этом возрасте, чтобы поступить в колледж, это тоже нонсенс в моем понимании. Колледж при поступлении, экзамены, там, когда будут сдаваться, да, там могут быть какие-то пробелы, он может чего-то не знать. А тоже, является ли это трагедией? Или же это вот так вот оно должно быть с ним? Он не туда поступит в другое место. Я не вижу трагедии. Ну и в конце концов, глорифицирование учителя, он что же приходил к мальчикам, и вот Михаил сказал, что он как бы одобряет вот этот поступок, который был, да, звонок от Бога, но он не одобрял его, он только в конце юмор такой кинул, но он именно поэтому пришел к ним, чтобы сказать, что это не было хорошо, да, что так не надо, что он не хочет, чтобы их выгнали со школы, и это не его, он не будет рад, когда их кого-нибудь выгонят со школы. Ну, так вот я отреагировала. Да, ну теперь я тоже добавлю, все-таки отвечу Михаилу. Есть то, с чем я тоже действительно согласна, есть то, с чем, конечно, кардинально не согласна. Во-первых, когда Чарли Нуванда, да, позвонил и сказал, что вот вам звонок от Господа Бога, чтобы вы наконец-то начали принимать в школе девушек, да, то после этого момента учитель же говорил с директором, и они же как раз обсуждали этот вопрос, и после этого учитель сказал, что, конечно же, ну, себя нужно проявлять и все остальное, он же это объяснил, но он же сказал такую фразу, что высасывать костный мозг нужно так, чтобы не подавиться. Вот, то есть нужно брать из жизни все, ну, как бы так, чтобы не подавиться все-таки. Есть время для смелости и есть время для осторожности. И умный человек должен различать, когда уместно одно, а когда уместно совершенно другое. То есть он учит и индивидуальности, но тоже вот думать, размышлять о своих поступках. И плюс к этому он акцентирует внимание на то, что все действия, они имеют какие-то последствия. И за эти последствия нужно как бы их принимать, да, то есть их нужно обдумывать и их понимать, какие могут быть за это последствия. Вот. И единственное, что я с Михаилом действительно соглашусь, что программа все-таки должна в какой-то степени, ну, исполняться, раз это так все-таки заведено, да, в этой школе была поставлена какая-то вот система, какая-то вот программа, и, в принципе, ее нужно было бы полностью изложить, то есть нужно было заинтересовать учеников. А именно то, как это он делал, это уже, скажем так, не запрещено, например, выходить на улицу, то, что делал учитель, да, он там, например, брал с собой учеников, и там, где они читали там вот цитату, и потом бросали каждый в своем стиле как-то там вот этот мяч, да, или там же, опять же, он их учил шагать по двору в своем стиле, в своем ритме, и там же мне понравилось тоже момент, когда Чарли сказал, что я предпочитаю стоять. Вот, и, кстати, это очень классно, на самом деле, что в этом всем я предпочитаю, он такой вот яркая личность, я считаю, Чарли, но, опять же, его немножко заносит в некоторых моментах, и это то, что учитель тоже ему, скажем так, и объясняет вот такими словами, что нужно не подавиться этим костным мозгом, когда ты его высасываешь, то есть это совершенно разные вещи. Вот. Но все-таки тут не соглашусь с Гуной по поводу Нила, потому что, ну, я считаю, что самоубийство Нила – это трагедия, это большая трагедия, это, ну, просто колоссальная трагедия, вообще трагедия этого человека, этого мальчика, да, вот этого подростка, трагедия юноши. Вот трагедия родителей, трагедия школы, и вообще трагедия этой системы в общем. То есть это как раз вот показательный момент, когда сталкиваются вот две такие вот базы, когда вот человек пытается себя каким-то образом проявить,
и как это очень сильно подавляется, и как вот это вот противоречие между двумя такими столпами в тебе, в одном человеке и вообще в социуме, какие последствия это могут произвести. И я тоже, я не считаю, что учитель, он виноват в смерти Нила. Ну, в этой смерти Нила, как на мой взгляд, конечно же, наверное, в первую очередь это будет отец, который просто, ну, это, ну, как не в первую очередь, это как личность, да, то есть, скорее всего, это отец, но, скорее всего, это система, потому что, как бы там ни было, опять же, очень часто мы говорим в своих эфирах, что даже если родители вот воспитывают такой вот парадигме, да, вот таким вот манером, что они все равно в душе, они пытаются дать своему ребенку максимум, что они хотят. Беда в том, что отец, он сам не осознавал, что он проецирует, да, вот все свои какие-то желания, которые у него не осуществились, когда он был моложе, на своего сына. Он просто сам этого не понимает. Винить его, ну, наверное, да, доля, скажем так, вины есть. Полностью сказать, что отец виноват, я так не могу сказать. Все равно, потому что мы растем в какой-то среде. В тот период времени, особенно как показывается в этом фильме, это среда такого вот действительно дисциплинарного общества. И когда ты в нее растешь, и ты думаешь, что это и есть та реальность, которая есть. Вот она, эта реальность. То есть если ты, например, подрастаешь и становишься актером, актером известным, популярным каким-то там, да, который может себя обеспечить, особенно в то время, но это один из, не знаю, со скольки тысяч, правильно? А врач все-таки это врач. Вот, в любом случае, это и статус, и деньги. И очень часто, да, бывают такие моменты, когда там вот дети, они что-то там хотят, хочу быть космонавтом, хочу быть там еще кем-то. Но опять же, это дети, опять же, это все-таки 17 лет, как Таня правильно сказала, это все-таки уже взрослый человек. Он уже, тем более видно было по нему, что он прекрасно понимает, что он хочет. Он действительно делает глубокий, сильный акцент на этом. И вот это то, что он говорил, Нил, оно было не услышано вообще отцом. То есть отец, опять же, мне кажется, его главная проблема, что он воспринимал своего сына вот просто как ребенок, который ничего не понимает. Это самое главное. Но первая причина, это все-таки эта система, да, вот эта система, вот это вот, пока смерть Нила, это такой символ борьбы между проявлением собственного я, да, вот личного я, и вот этой вот системой, которая не позволяет. И вот этого столкновения, конечно, это трагедия. Вот. Михаил? Так, ну, я думаю, что со мной меньше согласятся. Это большое спасибо. Разовью идею насчет программы. Понимаете, у каждого, кроме того, что у него есть профессия, у него есть своя функция. Иногда в депрессии очень важно, чтобы человек тебя выслушал, да, чтобы кто-то выслушал, посочувствовал. Но если этот кто-то сантехник, и он тебя выслушивает вместо того, чтобы перекрыть воду из трубы, из которой она хлещет фонтаном, то ему за это не будут благодарны прежде всего соседи снизу. Так вот и с Китингом. То есть есть разная функция у учителя. Есть учитель, который, ну вот особенно в старину такое было, главный учитель, который подбирает остальных учителей, то есть Аристотеля, Александра Македонского. Вот он, да, он воспитывает вот такую вот личность. А учитель литературы – это предметник. У него есть вполне конкретная функция, и он с нею не справляется. Он выполняет несвойственную ему функцию. А ведь детям так или иначе надо поступать. Я напомню, что это Америка, причем совсем не наши дни. И там не действует принцип «не поступишь сюда, поступишь куда-нибудь еще». Во-первых, это не наша постсоветская реальность, где в любом случае куда-нибудь поступишь. Если хочешь получить высшее образование, то куда-нибудь тебе баллов дохватит. Нет. Это все-таки, судя по автомобилям, года 20-30, если я не ошибаюсь, это скорее 30-е. И там все-таки процент людей с высшим образованием не настолько велик. Это совсем там не 70%. Поэтому если не поступил в вуз, значит, не поступил в вуз, значит, пошел эти машины мыть, условно говоря. Ну, или что-то такое физическое труд. Нет, понятное дело, что с родителями, которые могут заплатить за такое обучение, он не машины будет мыть, но все равно это упущенный шанс в жизни. Дальше. Очень большая разница, куда поступил, да, в какой вуз. Потому что в вузе даются не только знания. В вузе ты приобретаешь друзей на всю жизнь. То есть политики, скажем, это в основном, особенно в те годы, да и сейчас вроде бы, выпускники нескольких высших учебных заведений. То есть
в Альма-Матер ты получаешь ту компанию, с которой ты потом будешь двигаться всю оставшуюся жизнь. И если ты не поступил в нужный вуз, значит, шанс в жизни ты упустил во многом. И получить такой шанс второй раз достаточно сложно. Да? Если поезд ушел, значит, поезд ушел. Сказать, что мы подождем другой, можно, но другой будет гораздо хуже. Поэтому поступление – это штука важная. И у Китинга немножко другая функция. Да? Почему я очень люблю взрослых учеников? Потому что им можно давать понимание истории без оглядки на то, к чему это им надо. Обычно взрослые ученики ко мне приходят за саморазвитием. Вот саморазвитие замечательно. Вот вам понимание истории, измер системного анализа, все там, подходы, все замечательно. А если это ученики, которым нужно сдавать конкретный экзамен, то да, приходится наступать на горло собственной песни и готовить их к конкретному экзамену. Все-таки. Очень хорошо вспомнили эпизод, спасибо, про вступительную статью. Да, вступительная статья плохая. Да, вступительная статья сделана, я не думаю, кстати, сказать, что это реальная литературоведческая статья из учебников того времени. То есть она сделала подчеркнуто глупой, как можно измерить поэзию. Китинг прав, не трубу измеряем. Но если таково мнение, одобренное литературоведческого сообщества, то с этим подходом дети встретятся и после школы, и в вузы, и где угодно, где им придется сдавать литературу. Поэтому, что, по-моему, педагогически правильно в этом случае? Сказать, что вот он не прав, этот автор не прав, потому и потому. Мы будем анализировать по-другому. Но это мнение нужно учитывать, потому что это мнение экзаменатора. Да? Позицию экзаменатора нужно знать часто лучше, чем предмет. У меня, например, такие отношения с марксизмом. Я его не люблю и так далее, но на марксизме построена программа, увы. И потом, когда ученики пойдут после меня куда-то... Так, Миша, что-то звук у тебя пропал. Алло. Все уже есть, да, есть. То есть, еще раз, когда они пойдут дальше учиться, они с этим марксизмом будут иметь дело постоянно. Поэтому я им пытаюсь показать, особенно если вот у меня сейчас есть ученик, который заявил, на ИСТФАК будет поступать, я ему показываю каждый раз, что вот это обусловлено концепцией, вот это обусловлено концепцией, вот это восходит к Энгельсу, это восходит там вот потому-то в человеке, в семье, обществе и государстве это показано. То есть нужно показывать, почему это условность, почему это не обусловлено правдой, почему это не обусловлено источниками, почему это обусловлено концепцией. Но материал, который им пригодится потом, показывая всю его условность, давать все равно надо, потому что у конкретного учителя есть конкретные функции. Когда Китинга пригласят вот таким вот, ну, условно, там, гувернером какому-нибудь миллионеру, он может в его сыне воспитывать личность, он может в нем воспитывать нонконформиста. Пожалуйста, сейчас он предметник, и ему нужно выполнять конкретную функцию. По Нилу я соглашусь с тем, что это прежде всего трагедия системы. Это прежде всего трагедия того, что общество в принципе не готово на то, чтобы воспринять его личность, но давайте будем честны. Да, в 17 лет человек уже личность, но у него в голове все еще бабки, есть очень большие. У него в голове бывает блажь. Она, в принципе, и в 30 может быть. Вполне. И тут не от возраста зависит. И вот эта блажь, в общем-то, находит и на Нила. Не в том смысле, что, по-моему, что он хочет стать актером, но может у него действительно такое призвание. Но в том, что он не вспоминает слова Китинга, в том, что он считает, что вот если сейчас его отец загонит в эту военную школу, его жизнь закончена. Ну, военная школа – это несколько лет. Во-первых. Во-вторых, ему до совершеннолетия, совершеннолетие полное там в 21, но все равно не так уж много. То есть это все равно несколько лет, после которых он сам может распоряжаться своей судьбой, уйти из этой школы, или он закончит ее к тому времени, пойти в актеры, хоть в бродячий цирк. Куда захочет, туда и пойдет. Блажь в том, что он этого не понимает, да, и поэтому
Это трагедия, да, поэтому трагедия то, что он застрелился, хотя мог бы дальше жить. Он не понял, что, ну, в общем-то, есть обходные пути. И, в общем, отец – это не Господь Бог. В общем, через несколько лет он из-под власти этого отца выйдет. Поэтому это, я считаю, блажью. А теперь возвращаемся к Китингу, да, кто прав? Китинг или директор школы, когда говорит, что это дети, у них, если им привить самостоятельное мышление, они придут, Бог знает к чему. Вообще говоря, директор, скорее всего, имеет в виду не вот такой случай. Случай с Нилом сложно себе представить однозначно, скорее, ну, сложно спрогнозировать, скорее он имеет в виду социалистическое движение. Напомню про кембриджскую пятерку. Ну, люди чуть-чуть постарше, буквально на пару лет, они уже в вуз поступили, вот так вот увлеклись социалистическими идеями и потом на всю жизнь стали работать на советскую разведку. Так скажем, жизнь это им потом серьезно поломала, хотя Ким Филби заглавил свою книгу «Я шел своим путем». Вот как учил Китинг. Но закончил он эту жизнь, будучи британским аристократом, в советской квартире, пусть и не самой маленькой, на должности преподавателя, ну, в общем, отстраненный от всех нормальных дел, преподаватель в одном из вузов московских, потому что в свое время его разоблачили и еле успели эвакуировать туда, в Советский Союз. То есть вот от такой блажи предостерегают детей, и поэтому Китингу говорят не заниматься самодеятельностью. Потому что какая блажь ударит в голову детям после того, как он им сказал, нужно прислушиваться к себе и следовать зову сердца, непонятно. Может, она их приведет на баррикады и под полицейскую пулю. Потому что социалистическое движение в Америке не было массовым, но оно было достаточно активным. Потом, во времена маккартизма, вот эти подросшие дети, вот им будет там 20 с чем-то под 30, их довольно-таки много вычищали, как говорится, откуда угодно, и из науки, и из чиновничьей системы, и так далее, и так далее. И да, в этом, конечно, виноват маккартизм. Мы уже, кажется, упоминали, что сами американцы сейчас этого стыдятся, но, в общем, те, кто пошел за этими коммунистическими идеями, они тоже не очень правильной дорогой пошли. И во многом потому, что когда-то кто-то, не обязательно учитель, им сказал, что вы идите своим путем. И это их толкнуло к не очень, по-моему, правильной идеологии. И последнее. Я предлагаю посмотреть на вину отца несколько с другой стороны. У него где лежал пистолет? В ящике стола, даже не закрытом, пистолет лежал уже заряженный. Извините, этот человек не на Диком Западе живет. Чтобы к нему ворвались бандиты в любой момент, то он должен был отстреливаться. Но если он в любой момент должен отстреливаться, то пистолет должен лежать под подушкой, а не в ящике стола. То есть я понимаю, что это мы сейчас поднимаем абсолютно другую тему разрешения огнестрельного оружия, но мне кажется, что часть вины вот на этой системе хранения пистолета, если бы Нилу было сложнее достать средства для самоубийства, он бы со временем то ли одумался, то ли его кто-то увидел, что он это средство ищет. То есть если бы это все было не так просто, открыл ящик стола, достал пистолет, выстрелил, то трагедии могло бы не произойти. Да, пока все. Так, ну, я тут, да, по нескольким пунктам. Ну, во-первых, о том, что по поводу того, что все-таки Китинг должен был программу проходить, да, я поддерживаю. Он мог параллельно, допустим, учить там мышлению, эстетике и так далее. Вот это все, что он делал, быть личностью, чувствовать себя, быть автором, но при этом понимая, что им все равно придется сдавать там вступные экзамены, и все равно там многие из этих мальчиков, юношей, они, да, поступали. То есть некоторые могли, допустим, вот, в альтернативном варианте, например, Нил мог пойти в актерскую школу, хотя там тоже помимо актерских баллы, наверное, тоже учитываются, но это такое, я уже не знаю деталей. Я очень прошу прощения, что вмешиваюсь. Не хватит часов учебных просто. Они рассчитаны так, чтобы пройти программу. То есть почему я говорю, он личность делал за счет каких-то там реалистов? Потому что часов учебных мало. Это проблема, я думаю, что меня каждый учитель поймет. Не хватает часов, выделенных на предмет, на то, чтобы дать все, что хочешь. Извините, что прямо.
Окей, хорошо. Тут я не хочу уже на этом акцентировать, много сказали об этом, да. По второму пункту, типа, что могли эти юноши попасть там, в движение определенное, попасть под пулю. Ну, тут уже как человек, который видел не одну революцию и войну, и студентов, которые добровольно себя подставляли, это и был выбор. Тут я как бы не могу ничего сказать, что их нужно оберегать. Если это выбор человека, это выбор человека. И этим меня не напугаешь. Как бы, да. По этому пункту. И почему обязательно они должны куда-то подставиться? Я вот не могу понять, почему вот и школа, родители думают, что человек в 17 лет обязательно влезет в какую-то вот такую историю плохую. Почему? А я знаю, почему. Не, я тоже знаю, но это недоверие, да, что обязательно что-то плохое проявится. Дай свободу, и все. Да, будет. А почему плохо? Может проявиться хорошее. Ну, почему это не хотят подумать об этом? Потому что принцип, что у человека зла больше, чем добра. Да, возвращаемся к этому. Вот отсюда недоверие это растет. И что мы лучше знаем, да, мы там старше, так система устроена, так там наши еще деды учились, там, и прадеды, да, вот это тем более, если эта школа такая, ну, она же для каких-то привилегизов, боже, я не могу произнести это слово, извините, привилегизированных, да, да, господи, да, спасибо. И да, там это и традиция идет, там несколько родов, возможно, да, вот, и хотя это Америка, это больше, и в Британии такое больше есть, но и в Америке есть тоже. И, ну, а человек, который решил выйти из этой традиции, допустим, сделать что-то другое, да, ну, хотя вот отец, он говорит, что я не мог мечтать, значит, все-таки там, как бы он определенных результатов в своей жизни добился, да, и поэтому сын смог попасть в такую школу. Опять-таки тут ответ есть. И это есть недоверие. Недоверие к человеку, к личности, что молодой человек может выбрать что-то хорошее. Да, вот на подсознательном уровне заложено, что обязательно либо что-то плохое вляпается, да, либо где-то вот подставится, как Миша сказал, под пулю, то есть там его убьют где-то. Ну, никто не думает о том, что это выбор человека, и даже если у него будет какой-то выбор неправильный, это его выбор. Человек учится на ошибках. И ну, если ты не можешь быть постоянно под присмотром за тебя, если все решает, как ты можешь вообще свою жизнь строить, если за тебя решают. И там думать, да, там до 21, до 25 или до скольких там лет, например, ты должен вырасти, чтобы потом, типа, решать сам. Но на этот момент ты уже сломленный, и научили тебя, что за тебя решают. И человек там в 30 лет уже не может самостоятельного решения принять, потому что его не научили этому, потому что там ну, система так устроена, что нужно так, нужно так, нужно так, и все. А как раз формирование личности, оно происходит, ну, оно вообще всю жизнь, конечно, происходит, но эти основы, они с самого раннего детства закладываются. Поэтому тут, да, тут проблема еще, ну, я согласна с тем, что вообще это трагедия системы в первую очередь, и что, ну, сама система так построена. Поэтому тут тоже вот мы сегодня про коррупцию говорим, что там вся система такая вот. Если брать эту ситуацию, тут тоже сама система. И тут систему нужно менять, чтобы изначально было, видели в ребенке, да, там с 1 класса, с детского сада личности, если бы была другая система, где не такая вот дисциплинарная, строгая, да, то такой мистер Китинг, он бы, ну, там, спокойно вот делал, что хочет, да, условно, как бы его метод, и там, допустим, об этом бы знали, да, и говорили, вот, окей. А тут он как бы как такой, ну, он не вписывается в эту систему, да, и он не готовит учеников нормально так, как нужно, да, он по своему пути идет, но он решает так сделать, потому что он понимает, что личность важнее. И тут вопрос в том, почему вообще там креативность, оригинальность, неординарность в учителях не ценится. Почему должно быть по шаблону? Вопрос такой. Если кто хочет ответить. Почему изначально так система устроена? Вот. Давай, Катя.
Ну, я, кстати, да, вот мне тоже эта тема очень интересна на самом деле. И вот если с девочками мы более-менее с Таней и Гуной похожи во мнении, ну, с Михаилом немножко отличаемся, и именно поэтому мне очень интересно слушать Михаила. Я вот действительно хочу понять, как он мыслит, да, и откуда берутся корни того, что он говорит, даже если я с этим не согласна. То есть у меня нету попытки, например, там вот как-то навязать свое мнение или как-то объяснить, что вот, нет, я права и все такое. У меня такой цели нет, и поэтому мне, кстати, очень интересно слушать Михаила. Именно тем, что я очень часто не согласна. Но он сказал очень замечательную фразу, когда он рассказывал про свою практику обучения учеников. Он сказал, что у него есть взрослые ученики, и есть как бы дети, да, которым нужно там какую-то программу исполнить. И опять же, то, что Михаил сказал, вот мне нравится обучать взрослых, потому что я могу им дать для их развития информацию. То есть получается, что взрослым мы даем информацию для их развития, чтобы они развивались, понимали, обучались, как-то вдохновлялись. Если им это нравится, то они где-то там пытались найти какую-то дополнительную информацию извне, да, задавались, интересовались, все остальное, но дети, это нет, это все какое-то совершенно другое, их нужно затоптать какой-то там программой, да, то есть это абсолютно как бы вот по пунктам то есть все, то есть нужно их сразу же вогнать в рамки, у которых, очень часто для учеников, особенно для отличников, хотя я знаю, что это будет оказаться невероятным, но школа – это ужас, это кошмар, это тюрьма на самом деле, потому что вот именно этими вот всеми рамками и зажимается из всех сторон. И почему-то вот к взрослым мы так определяемся, а к детям мы определяемся так. Хорошо, я понимаю, сейчас Михаил, может быть нет, не буду говорить за Михаила, скажет, что, потому что ребенок, он же там ничего не понимает, как бы взрослый, он уже как бы осознанный человек, да. Ну так, чтобы понять, что вообще человек хочет, этому нужно обучать ощущению, нужно обучать с самого детства. Это тема, чем и занимался Китинг. Вот это его и главное, скажем так, большой плюс, и то, что не хватает в наших, скажем так, учителей, теперешнего часу, да, на этот период, что вот у них нету этого понятия обучить детей, просто понять, что он хочет на каком-то таком уровне, и заинтересовать. Вот. И что самое интересное, в некоторых уже частных школах, я даже в Штатах, да, я знаю, что уже сейчас домашних заданий нету, и на самом деле уже немножко уходит эта вот такая система, что есть готовые ответы, есть готовые вопросы, есть готовые ответы в конце учебника, и ты сверяешься с ними. Нет. Есть реально уже начинается, немножко меняется эта программа, эта система, и действительно уже тебе задается плюс, когда ты просто задаешься каким-то вопросом. Но для меня это, конечно, абсурд. Ну почему вот взрослых так, да, то есть взрослым вот для того, чтобы они там поняли, чтобы им было интересно, ты даешь, как ты даешь эту информацию, а детей нужно бить палками, все остальное, программа, вот поступление, не поступил, все, тебе капец, жизни у тебя нет и всего остального. Это парадокс, но откуда это взялось? Вот это вот я тоже не могу этого понять, вот, и, это первое. И, во-вторых, дети, они никогда не учатся на каким-то там потаканием, доказыванием, что вот ты неправильно себя поступаешь, так себя вести нельзя. Ну, какой ребенок учится на этом? Да возникает только агрессия, вот и все. То есть протест, агрессия, вот это вот подростковый протест, потом бунты, да, откуда они возникают. Ребенок, он должен учиться на своих ошибках, и только так он понимает, иначе никак. Если ты его там немножко где-то, скажем так, подровняешь слева, справа, сверху, снизу, но оно какое-то время, оно, конечно, может и подействовать, но оно все равно взорвется в какой-то определенный момент. Только на своих ошибках. Нужно ребенка заинтересовать, нужно ему дать понять, что он хочет, как он может вообще воспринимать ту же самую поэзию. Да, я согласна, что Китинг, он не исполнил вот эту вот свою программу, ее все-таки нужно было показать, но ее нужно было показать в плане заинтересовать ребенка, да, вот показать, там, вставать на столы, я не знаю, выходить на улицу, шагать, все то же, что он делал, но, правда, нужно, конечно, было все это делать в исполнении, конечно, полной программы, а не только то, что ему там, казалось, нравилось, да, вот ему реалисты не нравились, значит, он их отбросил. Это, я считаю, тоже действительно неправильно, вот. Но сам подход, вот это мое мнение. Так, Гуна, ты скажешь что-то? Я пропустила. Да, много чего было сказано, но я хочу сказать, что я вижу, что Михаил именно заботится о
ситуации как бы его волнует, как будут поступать парни в колледж и как они будут жить. Это из чисто добрых побуждений, так же, как и, наверное, школа конкретная, которая мальчиков обучает. Они заботятся, вот это такая забота. Но, по-моему, забота может быть даже вот все то же самое, но с любовью к детям, и все, и никаких проблем. Все, в принципе, то же самое, что школа предлагала по всем пунктам, и как они относились к студентам, но любя. Ведь орать тоже можно любя. И человек это считывает, как вот ты, заботясь, это так меня воспитываешь, или же вот нету любви. И тут и у отца Нила, ну, я не видела у этого персонажа, как он был показан, ни капельки любви там не видела. Мама, может быть, любила, но мама, она вот ни о чем, она даже, ребенок ей говорит, мама, я сегодня классно сыграл спектакль, она говорит, ты устал, иди поспи. Она не слышит, что говорит сын, да, ей просто, она вообще в другом измерении, ее нету тут. Она вообще не была с ними, не соприкасалась никак. А чтобы детей, юношей воспитать, нужно отношения. Я это все только через отношения вижу. Чтобы кто-то что-то хотел от меня воспринимать, что я говорю, а я мама на домашнем обучении, дети обычно родители не слушают, куда уж там еще математику. Мы должны быть в отношениях. Если их нету, или они вот такие, как тут показано в фильме, ничего не будет. Если нету любви, не получится. Даже самые лучшие программы не зайдут и не будет функционировать хотя бы ну, там, на всю жизнь. Да? Они, может, на какой-то момент там, функционируют. Но еще один большой важный пункт, который я вообще на протяжении всего фильма об этом думала, но так оно и не проявилось нигде. Ну, все то же самое, вот Китинг классно все делает, как бы пытается свои цели преследовать, которые я, как поняла, их две. Во-первых, он говорит, цитата, слова и идеи могут изменить мир. Значит, он хочет изменить мир через парней, да. Он хочет, он не согласен с миром, он хочет его изменить. Как? Через детей. И второй момент, он все-таки, это вот минус ему как персонажу, как учителю, ретравматизируется, потому что в эпизоде, где они первый раз нашли альбом школьный, фотографию, и узнали об этом обществе, он что потом говорит? Он говорит, чтобы они сожгли этот альбом. Что значит, ему неприятно вспоминать то время, когда он сам там учился. Значит, в этой школе с ним что-то тоже такое вот случилось нехорошее, что он пришел в эту школу и как-то вот с протестом в нее сразу и зашел. Значит, тоже не совсем думая только о мире, как его изменить к лучшему, или о парней, как их личностями воспитать. Да? Меня еще заинтересовал момент про вот эту вот историю преподавать с детьми взрослым, что для саморазвития история прям никогда такое в голову мне не приходило. Я, наверное, запишусь к вам на уроки, потому что реально вот это моя боль, мой стыд и позор. Я вообще не любила, не хотела, не до сих пор слаба в истории. Поэтому, да, а саморазвиваться мне хочется и нравится. Так что идея, да. Но по поводу той авторской позиции, в которую все время, весь фильм пытается Китинг затянуть этих парней, я считаю так, что главная проблема там, в этом фильме, и в сценарии, и во всем, в том, что авторов-то воспитывают, но соавторства с Богом нету. И когда мы только все такие «я да я», это тоже не приводит к добру. Вот и есть какие-то косяки, как такое самоубийство, да, если мы его рассматриваем только как минус. Хотя и плюсы оно дало, я думаю так,
что и родители все-таки подумали, и учителя, и дети, они что-то получили хорошего от этого урока. Это был сильный урок такой, ну, летальный, сильный урок. Ну, а когда Бога нету как соавтора в твоих делах, тогда, конечно, и от этого все беды. Очень во многом согласен с Гуной, особенно насчет ретравматизации. Обратите еще внимание, он прямо ученикам напрямую говорит, ладно, там насчет сожгите ежедневник. Да, я учился в Елтоне и выжил. Не смотрел в оригинале, не знаю, как там это звучит, но я думаю, что перевод передал правильно. Я тут учился и выжил. Он воспринимает учебу в этой школе как очень большое испытание. Каторга, он так называл ее, каторга школы. Угу. Ну, не помню этого слова, я не пересматривал перед эфиром, к своему стыду. Смотрел много раз, но давно. Значит, насчет вопроса, почему же учителю не позволяется креатив. Учителю позволяется очень много креатива. То есть, когда мне нужно дать ученикам какую-то программу, ну, в принципе, можно заставлять их зубрить хронологическую таблицу. И вообще для некоторых учеников, возможно, это было бы и полезно. Я вот иногда с некоторыми работаю, думаю, что, может быть, стоило бы, может, вот им стоило бы зубрить одно и то же много раз, а с другими не стоило бы. Но вот креатив, он в методе достижения цели, но не в подборе цели. То есть цель перед учителем ставится программой, системой, родителями, кем угодно еще. Цель есть. Ну, там, если это взрослый, то он ставит цель, когда приходит. Ко мне пришел ученик, говорит, я хочу понять суть истории. Ну, я думаю, уроков за 10 мы уложимся, да. 2 года мы с ним работали. Что-то, я думаю, он уяснил из моих уроков. То есть задача перед учителем ставится. Как ее достигать? В этом креатив учителя. Но еще раз, не в постановке задачи. Значит, насчет вопроса, почему же мы по-разному работаем с детьми и с взрослыми, и из моей фразы были сделаны серьезные философские выводы. Я скажу, почему я работаю по-разному, потому что задачу ставит тот, кто платит. То есть, если ученики приходят ко мне со своими деньгами, то я выполняю задачи, которые передо мной ставят ученики. Когда за них платят родители, то, соответственно, это выполнение той задачи, которую ставят передо мной родители. Есть, кстати сказать, родители, которые говорят, что вот у нас здесь в стране не преподают историю совсем, а я считаю, что без истории человек не будет полноценной личностью. Вот там вот полноценная личность, поэтому мы останавливаемся на отдельных моментах подробнее, которые можно оценить с точки зрения развития там, любви к демократии, что-нибудь такое. Все это мы можем делать, зависит от постановки задачи, которую сделали родители. Почему? Потому что, ну, у меня с этими учениками там урок в неделю, 2 урока в неделю, редко реже. Я на них все равно не повлияю, в отличие от той школы, которая показана в школе. Поэтому все-таки, я думаю, от меня-то надо отойти. Современное преподавание, и в том числе мое онлайн-преподавание, это абсолютно другой случай. В школе, обратите внимание, они там не просто проводят все уроки, они там живут. Они отрываются от семьи полностью. Поэтому школа формирует их личность в том числе. Не только какие-то знания по предмету, но личность в том числе. Да, поэтому Китинг взял на себя такую функцию. Он хочет, чтобы они развились нонконформистами, потому что по себе знает, что школа формирует их отношение к жизни в том числе. Они в семью возвращаются ненадолго на каникулы. Кстати, как я слышал, из-за этого у них потом психологические проблемы, потому что они не знают, как общаться, вот у людей, выросших в такой системе, они не знают, как общаться со своими детьми лет с 12. Потому что в 12 лет они сами поступили в такие школы, и все, у них перед глазами не было модели родитель-ребенок. Никак, они уже из семьи оторвались. И когда в новом поколении они своих детей в 12 лет не отправляют в такие школы, они не знают, что с ними делать. Именно поэтому Китинг берет на себя такую смелость, но, повторяю, смелость это, по-моему, излишняя. Почему мы не можем предоставить ребенку выбор? А почему мы от грудничка прячем ядреную, извините за выражение, бытовую химию?
Может, он и не съест вот эту вот щелочь, которая потом разъест ему весь желудок. Может, и не съест. А вдруг съест. Проблема в том, что он не понимает, что он берет на зуб. Проблема в том, что он не понимает опасность. Грудной ребенок не может прочитать, что вот это опасно, это на зуб брать нельзя. К сожалению, те дети, по-моему, были в такой же ситуации. Они не знали, что за пределами вот этой школы. Не нужно сравнивать с нами 17-летними, пусть даже 15-летними, какими угодно. Мы все-таки были больше встроены в информацию, которая вокруг нас. Да, мы там, возможно, не хлебнули жизни на улицах, как Горький писал про мои университеты, но у нас был какой-то такой более-менее широкий кругозор, и телевизор, и что-то еще, и разговоры взрослых. Мы жили в обществе, мы не были изолированы вот в этой школе. Те дети, вот в этой школе они учатся не первый год, кроме Тода, но тот до этого учился в какой-то другой школе, у них там даже газет нет. То есть они вот в этой вот замкнутой системе. Это, понимаете, как про другие времена рассказывают про воспитанниц монастыря, которые вот выходят в мир и резко понимают, что мир-то совсем не такой, какой в монастыре им показывали. Вот это фактически такой монастырь. Монастырь знаний. Не надо сравнивать с современными условиями. В современной школе все совсем не так. Ну, уж на постсоветском пространстве так точно. И поэтому, почему им нельзя предоставить выбор самим? Потому что система уже так построена, что и Никитингу ее изменять, что они не понимают, что последует за их выбором. Они до конца не понимают опасностей, которые за пределами школы. И да, вина системы, здесь я полностью согласен, что это вина системы, что они этого не понимают, но факт остается фактом. Они пока этого не знают, они потом постепенно в вузе будут встраиваться в мир и тогда что-то понимать. Еще раз, не нужно это распространять, я не собираюсь это распространять на детей современных в системе нашей. И вот, мне кажется, об этом мы вышли на очень важную тему. Мне кажется, об этом и фильм. И он встраивается в целый ряд других таких фильмов и книг о том, что система того времени пускала людей по одним рельсам. То есть она одевала шоры, с одной стороны, не давала увидеть вокруг ничего. С другой стороны, ставила условия, чтобы человек шел по этим рельсам. Человек шел вот по одному давно заданному пути. Наверное, самое известное произведение на эту тему «Над пропастью воржи». Да, почему главный герой там мечтает о том, что он сбежит и будет где-нибудь там далеко работать на автозаправке, так что родственники не будут знать, где он, только через лет 10 он о себе даст знать и так далее, и так далее, и так далее. Потому что он пытается сойти вот с этих вот рельс, которые определила система. Да, которая определила ему семья, школа, будущая профессия и все такое. Но он встречается со своей девушкой, уже уехав из школы в городе, не помню, куда он приехал домой, в Нью-Йорк, что ли. Встречается со своей девушкой и говорит, давай сбежим. Она отказывается, куда, давай так подождем, через несколько лет все что-то решим. Он говорит, через несколько лет я буду играть в бридж, там, то есть он расписывает вот такую вот архетип людей в буржуазном обществе. Он говорит, что если ничего не изменить, они будут частью вот этого архетипа. И я думаю, что фильм об этом, да, о той системе, которая сама по себе, вот вся система не дает человеку выбора и пускает его по определенным рельсам. Но я обращаю внимание на разницу. В книге «Над пропастью воржи» он принимает решение все-таки, ну, как бы из своего внутреннего чувства он не послушал одного учителя, у него не было какого-то одного фактора, из-за которого он решил там сбежать, и, кстати сказать, в итоге так и не сбегает. А здесь есть один фактор, который выбивает их из системы. Они до конца не понимают, видимо, что собой влечет выход из системы, не понимает, опять же, я подчеркиваю, то, что уже несколько раз говорил, Нил не понимает, что отец не будет на него иметь влияние оставшееся время, да, оставшуюся жизнь. То есть
они, как говорится, им указывают путь выхода из системы, не показывая, что будет следовать на этом пути. То есть и то плохо, и то плохо. Исследование по заранее определенным рельсам плохо, и вот выход такой, как там показан, он тоже плохо. Я предлагаю поговорить дальше об этой основной идее, об идее этого фильма, как уже было сказано, как показ системы, которая выбирает за человека, и как часть других подобных литературных произведений, там, фильмов. Возможно, кто-то еще что-то вспомнит, кроме «Над пропастью ворожей», потому что вроде бы проблема в американской литературе такая довольно-таки исследованная, довольно-таки проработанная в художественном творчестве, и этот фильм, он венчает такую достаточно серьезную традицию. Так, ну, смотрите, давайте мы не будем уже уходить от темы слишком сильно. У нас уже 11:30, мы 1,5 часа почти в эфире. И да, я согласна с тем, что все-таки там между нами почти, столетие приблизительно где-то, да, и все-таки нужно это учитывать. Но повторюсь, что давайте мы не будем уже слишком углубляться в то время, потому что у нас в эфире все-таки они сосредоточены на том, что мы можем научиться вот с того времени и взять сюда. И система тогда была более строгой, да, более жестокой, но опять-таки дисциплинарная система, она до сих пор остается, хотя уже есть как бы, намного легче, да, меньше дисциплинарщин, но она до сих пор остается. И проблема вот та, что в ребенке не видят личность, не развивают ее, а ее нужно еще вот, в принципе, с момента зачатия, уже извините, но и грудничок, про которого вот Миша вспоминал, он тоже уже личность, просто он очень маленький еще. А там уже, когда ребенок, да, идет и в садик, в школу, и тем более, когда это средняя школа и старшая, это уже, он проходит взросление. И если бы с самого раннего детства воспитывать личность, и вот то, что Катя говорила, учить детей мышлению и пониманию того, что он хочет, что ему нужно, он к 17 годам уже будет понимать, куда ему идти и какой выбор ему делать. И я подчеркну опять-таки, если этот выбор будет неправильный, это будет его выбор, он будет учиться на своих ошибках, как все люди учатся. Некоторые люди в 40 лет и в 50 жизнь меняют, просто потому что вот они в этой системе выросли, да, и сначала школа, потом университет, там тоже очень много таких условностей, шаблонов и так далее. И когда вот человек там взрослый, допустим, 22-23 года, он не понимает, что и куда ему, из-за того, что все было по шаблону, из-за того, что за него решали. И нам вот все-таки мы хотим в нашем новой Украине, да, мы здесь за новую Украину все-таки, более свободное общество, и где будут личности вырастать, да, вот, и нам тоже и систему образования нужно менять в том числе, как и, в принципе, все у нас. Да, но вот я хочу, чтобы у нас в Украине было общество свободных людей и личностей. И чтобы мы относились к детям как к личностям, и чтобы не было такого вот вопроса, да, почему, что в 17 лет вообще нужно решать за ребенка что-то. Потому что если вот воспитывать так, как я говорю, изначально учить мышлению и прислушиваться к себе, развивать свою индивидуальность, к завершению школы у ребенка не будет стоять там таких вопросов, типа, что я вот вообще не знаю ничего там, куда мне идти, как часто вот бывает у нас, и у меня в том числе так было, и после университета тоже в том числе так было, именно из-за этого, потому что просто не учили, а когда вот проявление было там своей вот души, то да, это фигня, да, извините за такое слово, это несерьезно, нужна какая-то серьезная профессия, солидная такая, уважаемая, да, даже вот сейчас, там, допустим, в Украине там с актером тоже, там, скажем, скажет, что я хочу быть актером, тоже могут сказать, что это фигня на самом деле.
И не только у нас, даже я могу сказать, что вот я вот, так как я в кинематографе хорошо разбираюсь, и многих актеров, я там биографии знаю, интервью смотрю, среди них тоже было много вот в Голливуде, где развит кинематограф и театральное искусство, тоже такое было, что там родители думали, что это что-то несерьезное, да, поэтому все-таки хочется, чтобы мы пришли к тому, когда вот и воспитание будет, да, и обучение такое, как обращаться с собой, как чувствовать себя, да, и что тебе подходит. Но это опять-таки, повторюсь, да, нужно с самого раннего детства делать, а не в 17 лет. Тут тоже Миша в какой-то мере прав, потому что вот эти мальчики, они росли вот всю жизнь в таком более дисциплинарном, строгом обществе, и тут он приходит, да, и как бы их мир переворачивает, картину мира рушит, хотя они остаются в этой системе. Тут есть этот элемент, я согласна. И вот я могу еще, кстати, вот вспомнила, что в университетах тоже хочу сказать, у меня вот был преподаватель очень классный, ну, хотя у меня несколько классных было, но он на первом курсе мне преподавал, и на втором, и на третьем там уже спецкурсы были, но он именно вот такой неординарный, тоже был оригинальный, и он именно учил мышлению и задаваться вопросами такими нестандартными, да, и искать ответы на них, и да, это очень как бы для меня важный преподаватель, тоже такой самый мой любимый с универа. И я честно скажу, что я бы хотела, чтобы у меня такой учитель еще в школе был, который бы этому научил, да, и поэтому нужно нам менять систему образования, вот эту вот, которая растит детей, которые не могут сделать выбор, что мы будем переживать за этот выбор. И все-таки те люди, которые и там учителя, и у которых дети есть, все-таки старайтесь прислушиваться к своим детям и видеть в них личность, вот что я хочу сказать. И все-таки, да, у нас уже 1,5 часа идет, я думаю, завершальные вот речи, которые, что вы хотите сказать, что вам там, может, еще болит, да, или просто как завершительную речь, пожалуйста, вот говорите, и мы будем уже так к финалу подходить. Ну, если можно, я отреагирую тоже, да, на вот это вот противоположное мнение Михаила и наше, в частности, Тани, как ты красиво обозначаешь то, как вот, какие свободные должны быть детки, как они должны расти. Я полностью поддерживаю, но я понимаю и Михаила, что он пугается, когда такое слышит, ему просто кажется, что это хаос сплошной будет и все. Но я хочу успокоить с таким термином, может быть, как интуиция. Вот это то, что развивается именно тогда, когда ты прислушиваешься, знаешь себя. Когда тебя ценит, тебя слышит, тогда ты себя слышишь и себя понимаешь. И интуиция, она работает. И во многих ситуациях жизненных просто во многом именно по интуиции и не будет никакой опасности. Это вопрос к доверию к детям и вообще к миру, к людям. Доверяем ли мы людям и миру? У меня сегодня такой интересный разговор возник, вспомнили детство, как нас да, учили, что везде опасность, что дверь никому не открывай, с незнакомыми не говори, там электрошокер в кармане, и тогда только в школу. И в тот же момент мы гуляли с утра до вечера, никто не присматривал за нами. Получается, всю ответственность родители вываливали на нас. Вы сами себя научитесь быстренько защищать, чтобы нам с вами не нужно было ходить, да, никуда. Ну, такой парадокс. Вопрос к доверию. Теперь я на данный момент учусь доверять миру, людям, и я рада тому, какой результат я вижу в своей жизни. Вот по мере моего доверия к миру. Он только позитивный до сих пор. И если со мной что-то плохое случится, это вот не потому, что я была невнимательна, а потому что, значит, такие заслужила своими, я не знаю, грехами, что ли. Но не поэтому случается несчастье. Но что еще мне хочу все-таки отреагировать на то, что Нил не видит, что он не видит вот этот вот период, когда он будет свободен, взрослый, когда родители, он не будет зависеть от родителей, он не видит, он видит, он просто настолько не согласен с теми годами, там, не знаю, 2, 3, 5, сколько ему жить, отказа от себя. Он вот даже вот настолько не может больше отказаться от себя. А это я настолько хорошо понимаю, когда ты наконец-таки нашел себя,
да пропади пропадом весь мир, никогда больше от себя не буду отказываться, да. И вот это состояние Нила, я считаю, что и было окончательно, когда он понял, что даже если это какой-то период, нет, я все-таки не согласен отказаться от себя. Но тоже соглашусь, что, как и Таня, и Михаил говорили, что поздновато все-таки в 17 начать этим заниматься. Ну да. Это Китинг не учитывает, когда такую свободу предлагает студентам. Ну и в завершение своих мыслей, которые, наверное, бы продолжались еще как минимум 1,5 часа, но все-таки одну цитату я хочу зачитать, и мне она близка по поводу того, что дисциплинарное общество нас ловит на 3-м варианте выбора, да, когда нет 3-го варианта, это вообще не выбор 2. Как нас учит наш любимый учитель, самый лучший из моих учителей, да, что... И вот цитата Китинга: «В лесу разошлись 2 дороги, а я выбрал нехоженную». Это то, что он желает почувствовать детям там в школе, и я хожу по нехоженной, счастливая уже какое-то время, и желаю многим того же почувствовать. Да, спасибо большое, особенно за фразу, что я выбираю нехоженую тропу. Это именно, да, я тоже, кстати, запомнила вот эту вот фразу, она мне сразу же так впала, думаю, что хотела я тоже под конец, ты, ну, прочитала мои мысли, Гуна, в этом плане. И по поводу Нила, по поводу смерти Нила, опять же, соглашусь с Гуной в том, что действительно, если ты находишь себя, то ты от себя не хочешь отказаться, это, конечно же, правда. Но еще хочу сказать, что там звучала фраза «10 лет». Для нас уже таким, что уже хорошо за 30, да, уже к 40, то есть, понятное дело, что нам, 10 лет – это, конечно же, много, но, опять же, мы возвращаемся к относительности времени, да, потому что ему 17 лет, 10 лет – это, вы, извините, больше половины его жизни, скажем так, это, как бы практически вся жизнь. И, соответственно, да, то есть тут тоже это большое, очень много лет на самом деле. Это раз. И второе, что, например, вот когда Китинг появился в школе, и что, это поздно уже в 17 лет научиться так мыслить, да нет, не поздно, потому что мы вот как раз за 30, ближе к 40, и как раз это и делаем. То есть у меня то же самое, что и Таня говорила, в принципе, да, я знаю Гуну, тоже та же самая система, что... исполняли какую-то функцию, нас научили, что вот надо думать вот именно так, не закончишь школу, 2 получишь, я как медалистка, это ж, я просто на этом, вот так вот выросла, я все прекрасно это понимаю, что это такое. Не получила медаль, я получила не золотую, а серебряную, все катастрофа, но это уже жизнь заканчивается, то есть постоянно вот такие вот какие-то, так и идем. А потом в 30 у тебя просто возникает понимание, что как бы, что происходит на самом деле? Да я не живу вообще. И меня-то нет, и не живу я вообще не тем, и вообще что я делаю, да? И вот, наверное, вернуться же опять к тому, что если... Зачем чему-то так учить по системе, вот рассказывать, что так вот надо, чтобы потом в 30 или 40 лет тебя как-то там бам, и выбивало, и ты начинал себя искать. Так, наверное, с самого начала, наверное, с самых истоков, и с самого маленького возраста уже надо учиться пытаться себя искать. Но, опять же, я вернусь, почему вот так происходит, почему нас так не обучают. Я вернусь к нашему эфиру, который мы сделали с Михаилом и с Гуной о предназначении, да, и все-таки мне кажется, что так вот просто говорить нету смысла. Нужно понять какой-то исток, откуда это все-таки все берется. И почему мне очень сильно был важен провести тот эфир про предназначение, и этот сегодняшний, в принципе, все вот эти вот эфиры о личности, о дисциплинарном обществе, да, потому что, опять же, все равно подсознательно идет понимание, что у человека нет никакого предназначения, нет никакой личности. Вот как ты его научишь, тем он и станет. Все. И так с самого детства это вдалбывается каждый раз. И обучением, и школой, и всеми окружением, понимаете?
И вот как раз хорошее подтверждение, опять, если ну, так вот все-таки зацеплю тот эфир, который мы говорили, хорошее подтверждение почему того, что предназначение все-таки существует, да, вот по таким вот кризисам, когда тебе 30-35 лет, и вот как Таня сказала, я знаю, ну вот, что у нее такая ситуация была, у меня такая ситуация была, что ты вообще, ну ты не понимаешь, зачем ты живешь, и вроде бы куча высших образований, вроде бы как бы типа, ну не болван, да, ну, а получается, что жизни нет, и такой вот перекосяк, это, ну, как бы, он тебя полностью меняет, и начинаешь задаваться теми же вопросами, где я, что я, и зачем это все, да, эти базовые философские вопросы, которые, ну, как бы, вот, возникают, и все по кругу, да, и начинаем искать себя в 30-40 лет. Ну, начинать же, наверное, надо все-таки с самого детства. То есть в этом я считаю еще главную суть этого фильма, да, вот опять же система. Конечно же, понятное дело, что этот фильм – это метафора, нету таких грубых прям нарушений, что-то кто-то там стреляется в школах. Конечно же, и такие ситуации бывают, но это такая грубая метафора, да. И там и система, она такая специально драматическая, такая прям чересчур, что вот, ну, такого нету в реальной жизни. Ну, сейчас, в то время, возможно, и была, но сейчас, в принципе, такого нету, да. Но на таких вот ярких метафорах мы учимся, мы и понимаем, и поэтому решили как бы говорить об этом фильме. Вот, это то, что я хотела сказать. Значит, хотела подчеркнуть то, что я говорил, касалось фильма все-таки. Касалось той ситуации, потому что мы решили обсуждать фильм. Да, я, конечно, за то, чтобы дети достаточно раннего возраста много чего пробовали. Я против того, чтобы их запирать в монастырь. Самые мои интересующиеся ученики, это там было парочку, которые спрашивали, а как это, вот, а как здесь, а как здесь. Оказывается, что они уже много чего попробовали к своему возрасту. Один у меня стал подробно спрашивать про винтовку Мосина, а она болтовая или она какая. Оказалось, что он уже стрелял из винтовки, его папа брал на охоту. И вот он болтовую опробовал. Парню 14. Так это хорошо. Но хорошо, что это действительно, повторяю, очень интересующийся, очень живой человек. Но он ходил на охоту с отцом. Да? Они пробовали под присмотром родителей. То есть, образно говоря, над ним стояли и смотрели, чтобы он не выстрелил в себя, а выстрелил от себя. Та система, конечно, слишком сильно не давала людям возможности попробовать, что в мире происходит вокруг них. Нужно пробовать, но пробовать под присмотром. Да, то есть это должна быть вакцина, а не сразу болезнь. Та школа помещала их в стерильные условия. Герой там на пропасти Воржей и отчасти здесь Нил сразу переболели болезнью в такой серьезной форме. Нил не смог ее пережить. А нужна вакцина. То есть нужно показывать детям, но в такой достаточно ограниченной форме, ознакомить их, но оберегать от опасности. Вот моя такая позиция. И как-то так Татьяна на это обратила внимание, коллеги остальные как-то на эту тему не говорили, что можно взять для новой, в моем случае все-таки в Беларуси. Я думаю, что в новой Беларуси должна быть академическая свобода. То есть тогда была ситуация, да, есть единая программа, есть четкий вуз, там несколько вузов, в которых нужно поступить. Это не ситуация нашего времени, потому что ты отучился в школе, ты поступил в вуз, а потом твою профессию заменили нейросетями и все. То есть сейчас нужно быть готовым учиться постоянно что-то менять, и не может быть какого-то старта в жизни, который гарантирует всю оставшуюся жизнь. Соответственно, у нас есть поле для академической свободы. И нужно дать эту академическую свободу учителям, чтобы одни учили по одной программе, другие по другой, и чтобы Китинг мог или открыть свою школу и там учить, чему считает нужным, или, скажем, его как ведущего специалиста наймут для того, чтобы открыть свою школу. Да? Но в чужой монастырь со своим уставом ходить не надо, нужно создавать свой монастырь, а в данном случае школу. Если уж мы говорим о том, что будет в новых странах, то, мне кажется, вывод должен быть вот такой вот. Китинг делал правильные вещи в неправильном месте. А, соответственно, нужно создать условия, желательно быть, в том числе законодательно создать, для того, чтобы он получил правильное место для своих действительно новаторских и действительно хороших идей и методов. То есть развитие личности – это действительно важно.
Но для этого нужно соответствующее учебное заведение, нужно дать возможность его открыть. Моя идея. Так, я благодарю вас всех за такую интересную дискуссию. Действительно получилось, мне понравилось. И то, что у нас разные мнения, да, там это очень здорово. И мы как раз и во время дискуссии узнаем новое для себя, да, обращаем внимание на какие-то моменты, которые упустили. И даже будет время, ну, я думаю, некоторые вещи будут домысливать, да, уже после этого эфира. Поэтому большое спасибо вам всем и тем зрителям, которые тоже пришли. Вот, ну, сейчас их 11, но там я видела до 20 где-то было. И вот что я хочу сказать, ну, вот у нас, да, вот клуб медоедов, наш YouTube-канал, мы, конечно, не учителя, но мы на самом деле все-таки ну, создали свой канал как раз, по сути, с той же целью, которая была у Китинга. Это учить людей мышлению и самостоятельности, вот этой авторской позиции, задаваться вопросами и вот иметь свое собственное мнение, да, и думать, ну, почему такое мнение, откуда это берется, да, это мой ответ или нет. И вот это то, что мы вот тоже пытаемся транслировать нашим зрителям, и, ну, нам хочется все-таки, чтобы общество личности, да, вот я просто про Украину говорю, понятно, что не Украина болит, но понятно, что нас из других стран смотрят тоже люди, и мне хочется, чтобы свободные общества, они были вообще везде в идеале, да. Поэтому мы вот на таком нашем уровне пытаемся что-то делать, и в том числе вот такие дискуссии обсуждать, и с интересными людьми. У нас действительно очень такие интересные спикеры всегда, которые свои мысли высказывают. И поэтому еще раз спасибо большое всем. И я хочу попросить наших зрителей, да, которые там сейчас смотрят, некоторые будут же в записи, у нас есть сбор, пожалуйста, задонатьте кто сколько может. Маленький донат. Это неправильная постановка вопроса. Любой донат – это хороший донат, сколько можете. Это наши военные, которые нас защищают. И если есть возможность, пожалуйста, подписывайтесь на спонсорство. Если нет, то просто подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, критикуйте, с чем согласны, не согласны. Мы читаем с удовольствием. Иногда у нас из комментариев, с фидбэком вырастают новые эфиры, и это очень здорово, потому что так мы взаимодействуем. Да, и это тоже важный момент, что мы не просто вот для себя говорим тут, хотя и это тоже, но мы все-таки хотим и с вами диалог вести. Поэтому, да, комментируйте, делитесь ссылками со своими друзьями, пусть и они подписываются на нас тоже, чтобы нас было больше, и чтобы больше людей слушали, вот, о чем мы здесь говорим, и тоже вот мышлению учились, да, развивали его и усовершенствовались. И еще раз хочу поздравить всех учителей уже под полночь у нас, да, с праздником, и пожелать всем нашим зрителям, да, и вообще всем людям, в принципе, кто даже не посмотрит, встретить в своей жизни вот своего учителя, да, своего с большой буквы и учителя с большой буквы, потому что роль учителя, который научит именно быть личностью, это очень важно. И у нас такой учитель есть, как бы, да, это не секрет, поэтому я говорю, и я всем желаю встретить своего учителя, который найдет подход к вам, да, и поможет вам развивать свою личность, чтобы мы как раз построили общество личности тоже с большой буквы. И завершить этот эфир, вот у меня так спонтанно я захотела известной строкой из известного нашего любимого поэта, самого известного. «Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь». Всім тихої ночі, несіть мед.